Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Пламен Пасков прямо сейчас на связи. Пламен, приветствую вас, пламенно. Приветствую вас, пожароопасно, и вашу растущую и все-таки ядерную аудиторию, которая, несмотря на все ограничения, продолжает увеличиваться. Завидую за что, благородно, большими такими волнами белой зависти, можно так сказать, чисто коллегиально, добронамеренно. И надеюсь, что мы сегодня не подведем наших зрителей, но для того, чтобы их не подвести, хочу напомнить, по ком звонит колокол. Ребята, посмотрите на колокольчик. Если он белый, вы вне, скажем так, полосы уведомления. Сделайте его черным 3-4 секунд, не больше. И будете в курсе дела. Здесь стараемся говорить правду, по крайней мере, без демагогии и без пропаганды. Так что не поленитесь, Да, пожалуйста. давайте говорить правду. Есть, так сказать, о чем пообщаться, есть о чем, в общем-то, переговорить. Начать наш разговор я бы, традиционно, это прямой эфир, в конце будут вопросы от зрителей, оставляйте их в сообществе YouTube, в клубе зрителей, конечно же, в чате трансляции пишите свои вопросы, на некоторые будем отвечать, в самом финале чат трансляции подключим, есть голосование, оно, в общем, звучит следующим образом: почему Европа и Британия помогают Зеленскому? Ну и варианты: хотят остановки, чтобы получить Украину, ну то есть чтобы вообще не разбили, то есть хеджируют риски, забирают свое, да, в этой игре. Второй вариант: хотят оттяпать российский кусок конкретно. Это может касаться Украины, Белоруссии, вообще в принципе внутри России, то есть ресурсы точно так же, да, как и Трамп, заходит мягко, так сказать, проектами, ледоколами, каналом на Чукотку, а это вот хотят по-своему заполучить европейцы. То есть, опять-таки, получая там газ дешевый по трубопроводу, еще что-то, в общем, этого мало, нужно заходить на другие рынки, редкоземов, и вообще как бы поставить Россию под контроль. Это нацелено на Россию, это помощь Зеленского. Третий вариант: хотят просто нос утереть Трампу. Ну, в общем, они переждать его хотят, всячески, так сказать, отбиться от него, окучить или к себе притащить на свою сторону, или, в общем-то, слить. Потому что Трамп, при всех его всяких яких, мы сегодня поговорим и про Ормуз, и про Иран, он все-таки неудобный персонаж для этих товарищей. Ну или тут еще один есть вариант: есть ценности, вот их британские, европейские ценности, причем я не хочу, чтобы вы посмеивались над этим выражением, вот они так видят мир. И исторические особенности, то есть Британия всегда имела виды на Российскую империю, Британская империя на Российскую империю, поэтому так это повелось, и вот у них такая, в общем-то, канва. Вот в чем причина, почему Зеленскому помогают и дают деньги, и привечают, и встречают, и провожают, и так далее. Но начать наш разговор я хотел бы с других денег. Я не знаю, ну вот вышло там интервью в Guardian, его там переместили там с таким скорбным портретом Зеленского, и он там выписывал, я прочел, ничего нового, ну в принципе понятно. Но когда в этом Guardian попалась информация, что приезжающий Абрамович договариваться о мире получил встречный, так сказать, хук прямой, а деньги Абрамович отдавай, ты денег не привез, разговора не получится. Речь идет о там 2,5 в общем, миллиардах фунтов, когда он Челси продавал на фоне, ну помните эту всю историю, там просто страсти кипели нешуточные. То есть это просто что-то несусветное. Это просто что... То есть он... Абрамович, привет. Приехал Абрамович, сам Зеленский рассказывает, говорит: Россия готова. На что готовы вы? А тут ему: а ты деньги привез? Слушайте, ну мне кажется, это уже какой-то анекдот, понимаете? И вот это вот скорбное лицо Зеленского, вот эти все моменты, так это все, что мы наблюдали последнюю неделю. Это все ради денег. Хотя бы тирамису привез, нет? Без денег и без тирамису. И без 5-звездочных гостиниц вообще-то в Турции. Ну, Абрамович, ты что, яхту, что ли, свою забыл? Ну, как это такое? Это уже не Абрамович, это что-то другое. Из этих ваших вопросов я склоняюсь 50-60% на второй ответ. И остальные от 1 до 4, то есть 1, 3 и 4, они тоже имеют место быть. Потому что, почему они там помогают Украине? Потому что там их инвестиции под названием «Коалиция желающих», под названием «100-летний договор».
который вообще-то исчисляется, ну, еще раз напоминаю, это по оценкам 2013 года, это было 67 триллионов паундов по одной методике и 73 с чем-то триллионов паундов по другой методике физические активы Украины, в том числе и недра. А тогда редкоземы все еще не имели такое, мягко говоря, стратегическое важное значение, и цены у них было другое. Поэтому редкоземы и частоземы, либо банально обычно земы, это без разницы. Вопрос в том, что никакие миллиарды не жалки, когда тебе там светятся триллионы. Ну, посмотрите на количество нулей, и тогда все станет понятным. Поэтому они поддерживают. А какие еще мотивы? Когда у них были вообще-то другие мотивы. Да, есть удовольствие в том утереть нос Трампа. Ну, просто потому, что Трамп тоже заполучил контракт в виде концессий, который Юлия Свириденко в статусе министра подписывала 1 мая прошлого года, 25 года, с Скоттом Бессингтом, тот же самый договор. Но потом они же ратифицировали их договор 17 сентября 2025 года в Украинской Раде. То есть у них ратифицированный 100-летний договор, а у Трампа просто подписанный договор. Но Трамп все равно прется. Значит, Трампу надо утереть нос. И так далее и тому подобное. Все, что вы перечислили, имеет отдельный, но реальный, удельный вес в ответе на ваш вопрос. Да, ну смотрите, тут же очень интересный момент произошел. Европа выдвигает условия. Ну, мол, Не континент. Европа, коалиция желающих. Я против Европы. Это не Европа. Европа это 27 стран. А коалиция желающих Да 6 ладно, европейских. все понимаем. Ну подождите, ну давайте так. Ну а какая Болгария Европа? Ну, в качестве количества. Ну, вот в том-то и вопрос, понимаете? Ну, какая? Ну, а что, имеет право голоса? И так большинство как раз-таки стран не имеют права голоса и вынуждены Имеет обязательство подпевающего голоса. имеют Имеет обязательство. обязательство кивать гривой, когда им скажут. И поэтому у нас Макрон, Мерц. Вот попалось недавно видео, когда вот по поводу Европы, не Европы, Мадьяр с Мерцем встречались, и, в общем, там на совместном брифинге выходит Мадьяр и говорит, значит, Украине мы не будем помогать оружием, деньгами. Ну, то есть мы там голосовать будем за вот это все, что вы тут... Но именно наша страна не будет этого делать. Ну, такая стандартная фраза, в принципе, ну, такое наследство Орбана. Все говорили, что Мадьяр тут кинется, так сказать, воевать похлеще прибалтийских тигров. Оказалось, нет. И надо было видеть лицо Мерца. У того прям черти что на лице произошло. Примерно вот какая-то такая странная атмосфера на вот этой встрече в Лондоне нависала. Что Мерц, что Макрон, что сам Стармер. Ну, они, елки-палки, они как бы додыхающие, уже откашливающиеся потихоньку политики. Все, крышка. Но они выдвигают условия. Безусловное прекращение огня. Активы, понятно, не размораживать российские. Ввести контингенты гарантии безопасности. Ну-ка, Путин, бойся. И вовсю сейчас нам твердят о том, что, смотрите, Трамп как бы ушел, а Европа вот, ну, занимается вот так, как может занимается. Каким итогом приведут вот эти встречи? Вы имеете в виду лондонскую, которую, опять же, так называемую европейскую, что ли? Ну, результатом будет очередное шумопроизводство, головотрясание и демагогия, пропаганда и громкие яркие фразы, которые на самом деле будут вариациями. Мы стоим за Украиной, мы поддерживаем Украину, мы будем воевать за Украину. Не, вот это. Отставить. Воевать за Украину никто не будет. Абсолютно никто. Воевать за Украину будут только последние украинцы, последние украинские детки, собаки, кошки и все остальные живности, которые там есть, на случай, если остались какие-то живности. Другие воевать за Украину не будут. То есть Украина должна воевать до 29-го, как минимум, до 30-го по возможности года самостоятельно с Россией, с поддержкой коалиции желающих, которые решительно не Европа и не Европейский Союз, и за средства остального Европейского Союза, поскольку коалиция желающих не любит обращаться только к своим кошелькам, благо они тоже недостаточно наполнены, а предпочитают все платить чужими деньгами, ну вот этих там подневольных, там Восточная Европа, Болгария, которые вы сказали. Это их любимое занятие, это их модус вивенди, это их образ жизни, это их колониальная сущность. Они же все
бывшие и настоящие колониальные, скажем так, наследие просто так не пропьешь. Это уже часть жизни, часть мироздания, часть ощущения мира и всего остального. Поэтому ребята достаточно традиционные в этом плане. А что можно от этого ожидать? Конечно, можно ерничать еще долго. Я готов, и мне это доставляет некоторое, скажем так, эстетическое удовольствие попытаться развеселить нашу аудиторию. Вы человек, просто так вас не развеселить, что называется. Спасибо. Вы же знающий, да. Это не комплимент, это констатация научно обоснованного факта. Вот что можно там ожидать? Можно ожидать действительно уточнения, как действительно и когда, и в каких размерах и объемах мы конкретно будем поддерживать Украину для наполнения вот этих 3 черных лебедей, так, чтобы Украина вот это сделала. Потому что эти черные лебеди, они уже прилетают, и все-таки они прилетают. Был там роман Константина Силина, по-моему, и все-таки орешник зеленеет. Но это для тех, которые в советское время. У нас 80% библиотеки дома было, скажем так, советская литература. Благо, русский книжный магазин был буквально под нашей квартирой. Мы были на 1-м этаже. Это был лучший книжный магазин во всех городах Болгарии всегда. И на самом центральном месте, с отличной полиграфией и так далее. Не будем, скажем так, это вспоминать. Это грустно, это не очень. Но чтобы не зеленело, то орешник, то что-нибудь другое. Вот о зеленых деньгах, либо деньги цвета водорослей, ну там баксов, которые уже не совсем баксы, но которые перекрашены в виде евриков, они будут это обсуждать. Потому что бюджет 90 миллиардов, что с этим будем делать? Половину в этом году, другая половина в следующем. 60 миллиардов из этих 90 миллиардов как будем делить? Будем делить так, чтобы ни одного евроцента не попало на счетах Украины, потому что это на вооружение, а вооружение мы покупаем у кого? 15-20% у европейских производителей военно-промышленного комплекса, все остальное идет по праву сильного в американский военно-промышленный комплекс. Так что из этих 90 миллиардов Украина увидит в этом году 15, в следующем 15, причем не факт, что она их увидит, потому что значительная часть из них нужно заплатить за просрочки, за долги, за проценты, за старые долги, так что это просто прибавление к долгам, но не факт, что украинский пенсионер, украинские, скажем так, госслужащие, либо там госадминистрация что-то из этих денег увидела. Зато украинский центральный банк, он видит, что долг добавился на плюс 90 миллиардов, хотя они не видели даже и 30 миллиардов. Ну, вот так, это как обычно, со всеми колониями. Зато Украине будет чем воевать. Будет когда и как воевать. И вот эти планы, понимаете, здесь тоже ирония такая судьбы, достаточно скверная и, на мой взгляд, очевидная. Ну, народ, зазомбированный на территории многострадальной Украины, который не отключает телеки, попадает под этой лучистой, там, жесткой радиацией, которые отравляют мозги. А именно, им кажется, что мы вынесли ведь вот эти наши предприятия с дронами уже на территории Европы, и у нас совместное предприятие с Европой. Ребята, это не совместное. Это так они просто называются. Для облегчения страданий, что называется. Эти предприятия чисто европейские, где украинские дроноводы, дроноводчики и вообще-то украинский военный передовой опыт там принимается, консультируют, улучшаются эти дроны. Эти дроны производятся на площадках, где работают европейские работники. Они зарабатывают валовый внутренний продукт там у себя. Они это потом отдают. И поскольку дрон штука такая, которая морально, технологически и концептуально быстро стареет, они кладут их не на складах, они отдают их на сожжение на линию фронта для того, чтобы запустить следующие партии. А вы можете их называть совместными, украинскими, европейскими. Они вообще не украинские. Украинцы там в качестве, ну, скажем так, консультантов, в качестве технических там помощников, в качестве передового опыта, который иначе стоило бы слишком дорого это покупать, тырить и вообще-то промышленным шпионажем заниматься. А вы там это все даете просто так. Для того, чтобы вы воевали этими дронами. Эти дроны исписали, и валовый внутренний продукт страны увеличился. Вопрос, скажем так, безработицы в Германии, в Нидерландах и так далее решен. И предприятия расширяются, умножаются. Ради чего? Так Писториус сам сказал. Для того, чтобы нам была возможность быть готовыми воевать с Россией 29 и 30 год, мы наращиваем наш военно-промышленный комплекс. То есть, если эти предприятия сейчас за эти деньги увеличивают свою продукцию, значит, нужны больше предприятий. Они разрабатывают эти больше предприятий, чтобы к моменту X запустить эту продукцию обновленную. К моменту X их не будет.
А не факт. Ну вот Не- понимаете, какая тут тоже очень интересно. Здесь я очень был уверен, что такие 24 страшные, февраля с- тоже не будет. страшные Очень против... Макрон в следующем году уходит на политическую пенсию, заявил. неважно, придет следующий после Макрона. Неважно. Придет, Как причем придет неважно. более зубастый. Вы думаете, Макрон самая страшная в Франции? Или, может быть, Мерц или Олаф Шольц или Меркель были самые страшные в Германии? Или, может быть, Кир Стармер самое страшное, самое неприятное, что следует ожидать от Великобритании? Всегда найдется более зубастый зверь там. Всегда. Это было как после Первой до Второй мировой войны. Германия была свержена, вообще-то унижена, вообще-то ужас. Пришел такой усатый, которому помогли как надо внешне, и Германия за считанные годы и Давайте стала... так. Смотрите, я вижу, вот и с этого специально начал, что это все какой-то, ну, такой нелепый цирк, шапито какое-то маркетинговое на уровнях, прежде всего, там, войны, да, на смертях, на крови, на костях. Но, тем не менее, это маркетинг. Вот его демонстрирует Зеленский, да, вот, четко. А где деньги? Абрамович деньги привез? А дайте нам, пожалуйста, чтобы мы могли в Украине платить такие же зарплаты военным, как в России. Как в России? Ну, то есть он говорит, причем это очень тонкая же грань. Тут же, смотрите, нельзя говорить, что Россия там проиграла. Они же все наперебой говорят. И Зеленский в Гардиан говорит, это уже разные там эксперты, там Кулеба, бывший министр, говорит, что не-не-не, подождите, мы не побеждаем. Стойте, стойте. Почему они так говорят? Потому что денег не дадут. Они скажут, слушайте, елки-палки, так вы же побеждаете, какие вам деньги? Побеждайте. Смотрите, они же, как говорил Зеленский, просто он столько много говорит ерунды, что там иногда выхватываешь его какую-то фразу 23-го года, там еще какого-то года, диву даешься. А он что говорит? Это самый дешевый способ Западу, там, да, повоевать, там, победить, в общем, Россию. Ну, вот эта война. То есть дешевый. Они не хотят быть дешевым способом. Когда Америка самолетами отправляла финансы, это была одна история. Когда Америка сказала, не, мы давать не будем, ну, оружие будем продавать, тут уже начинается другая пляска. Тут уже совершенно другие подходы. Тонкий маркетинг. То есть ты должен так продать эту войну, чтобы и деньги получить, и не посчитали, что тебе не надо этих деньги давать, и вроде как, чтобы ты проигравшим не казался, потому что проигравшему не дают. Вы понимаете, все очень-очень на тоненькую. А почему мы делаем вывод, если Зеленский так ведет себя с вот этими желающими, бедный кот Ларри не дают посидеть нормально ему в этой резиденции, как только видит этот сейшен и Зеленского сразу, ну, чует животинушка нечистую силу. Ну, ладно. То есть, почему, если он ведет себя вот так с ними, почему мы думаем, что вот эти желающие так не ведут себя с Трампом? У них же четко есть магистральная политическая задача. Надо Трампа опять вернуть в орбиту войны в Украине, вернуть, как говорится, в семью. Вот они сейчас хороводы водят и ждут на следующей неделе встречи Г7. И там даже подтвердил он, там журналистка ему писала смс-ку, говорит, Трамп, ты будешь, ну, во Франции, там, курортном городе. Говорит, буду, увидимся. То есть они его ждут в Европу. Вот эти все моменты, вот это сейчас лютая перемога, которая кипит, вскипает, эти дроны убийственные, вот эти все, которые ничем нельзя перебить, они перерезают коридоры, они выходят, они прям делают переворот в игре, но надо делать так переворот, чтобы это не был не совсем переворот, чтобы еще деньги давали дальше, понимаете? А они это все хотят Трампу представить. Задача, чтобы Трамп сказал, слушайте, так вы такие классные, что там тут Путин? Я на вашей стороне, давайте я еще деньжат подкину в общий сбор и будем бомбить там, ломать Россию руками Украины. Слушайте, как классно вы придумали. Я вот вам дал порулить, вы порулили, смотрите, как хорошо нарулили. Они перед ним из кожи вон лезут, Пламен. Еще раз. У них есть, во-первых, первый по времени 100-летний договор, и, во-вторых, этот 100-летний договор ратифицирован, в отличие от договора Трампа. Поэтому Трамп – это препятствие. Трамп – это не перемога, Трамп – это не в помощь, Трамп – это препятствие, которое нужно нейтрализовать. Соответственно, заметьте, что вся повестка
стран Европейского Союза, либо каролингского ядра, то бишь Западной Европы, это повестка двух главных игроков. Это демократической партии США, ну не овального кабинета, и это повестка Лондон-Сити. Причем она удивительно гармоничная по главным вопросам войны и мира. По многих других вопросах она, конечно, отличается. Если они сейчас действительно пытаются затащить Трампа, в чем я, честно говоря, не сильно уверен. Они, конечно, не хотят платить, они хотят, чтобы Америка за это платила, но Трамп у него собственный кошелек на пару-тройку миллиардов, этого не хватит. Это другие американские бюджеты, это не его деньги. Там нужно Конгресс, Сенат, клуб триллионеров, других там и прочее, чтобы они на это согласились, чтобы у них был там интерес и так далее. То есть они, нажимая Трампа, на мой взгляд, скорее всего, просто хотят проконтролировать и понаблюдать на вытянутые руки расстоянии момент свержения и политического уничтожения Трампа. Трамп сейчас, в нокдауне, политическом нокдауне. Я не знаю, что должно произойти, чтобы до 3 ноября получилось так, что хотя бы проиграли не с разгромом, а, скажем так, мелко-мелко, почти вровень. Не могут они это самое. А после этого ему не просто следует импичмент, ему следует тюрьма, потому что до президентского срока ему был вынесен срок, с которым он там 18 апреля 2020 года, по-моему, это был, нет, не 20, не суть, неважно какого года, 20, не суть. У него есть приговор американский. Раз над него спускается, то есть уходит в сторону вот этот купол защиты, железный купол под названием президентствование, неприкасаемость какая-то, вот такая институциональная, то американская Фемида сразу активизируется и говорит, вот у нас это самое решение судьи Мерчана, как это самое, первое имя у него забыл, фамилия была Мерчан, нью-йоркский судья. Фотографию помню, вот фамилию не помню, там испаноязычного там происхождения, мы готовы его упечь в тюрьму. Трамп – это человек, который, заметьте, сейчас ему кровь из носа нужно, чтобы вместе с Израилем стали дубасить Иран, и чтобы вообще-то наземную операцию провести, иначе вопрос не решить. Ни с Ормузским, ни с Баб-эль-Мандебским проливом вообще не решить. Это полный разгром. А Конгресс говорит, не, мы не разрешаем новую операцию. Даже имя этой операции придумали. Кувалда она называется в переводе с английского. Не разрешаем. Помним, чей это был символ, Пламен. Да, помню. Евгения Викторовича Пригожина, скажем так, правосудие такое специфическое. Кроме того, Пентагон не вчера, так позавчера что говорили? А у нас, понимаете ли, деньги и бюджеты закончились, нам новые деньги и бюджеты не проголосовали, мы там утратили топливо на авианосные группировки, мы там потратили все на пайки, сухие пайки, все остальное. Нам невозможно продолжать без новых денег, а нам новые деньги не дадут, значит, наверное, нам пора возвращаться в Норфолке или там, где у них это нужно возвращаться, вот этим авиационным группировкам. На обслуживание, на ремонт, на плановые, на неплановые и всякое такое. То есть ему нужно, там группировка все еще стоит, а вот зеленый свет там не дают. Не дают и Конгресс, не дают и денежные мастера, не дают и противники из демократической партии. Естественно, к этому, скажем так, гиенному хохоту присоединяются и коалиции желающих из Европы и хотят быть на вытянутом руки расстояния, чтобы тоже щипнуть, либо откусить от этого, скажем так, заваленного льва, почти заваленного. Он все еще огрызается и рычит. Понятное дело, что не лев расправляется с генами, гены там достаточно больше. Это образно, как я это воспринимаю. Конечно, можно разглагольствовать здесь документально сильно побольше, благо у меня шпаргалка достаточно насыщенная, но думаю, что у вас и другие вопросы есть. Смотрите, тут же очень интересный момент по поводу Ближнего Востока. Так а Нетаньяху не дает соскочить. Тут же очень, опять-таки, все танцуют вокруг Трампа. То есть Трампу не дают уйти из Европы. Его всячески канатами туда тянут. Имеется в виду войны в Европе, в Украине, да, имеется в виду. А Биби Нетаньяху не дает закончить войну и не договориться с Ираном. Потому что лупит и лупит по тому Бейруту, лупит и лупит. То есть тут ему все звонит по нескольку раз, говорит, Биби, ты кто такой? Я тебя вообще породил, я тебя убью. В общем, такие моменты, да, у них там очень склочные моменты. То есть материт его, там все равно, как с гуся вода.
То есть и война в Иране не заканчивается. Почему? Иран всегда может выйти и сказать: у вас Израиль бомбит Бейрут, до свидания. То есть никаких переговоров, мы опять закрываем этот пролив. Пролив закрыли, пролив открыли. Трамп тоже как бы блокирует, но, в общем-то, потом не блокирует. Потом, то есть идет вот эта вот чехарда. А у Трампа, извините, чемпионат мира по футболу. Ему надо быть и там как-то плюс-минус нормально разрулить. И по Европе тоже показать, что, смотрите, ну, футбол-то все-таки европейская игра. Давайте будем так откровенны. Я имею в виду там Лиги чемпионов, самые сильные команды, самое вот это вот все. Это такая очень, очень европейская игра. Богатые клубы, богатые страны сборные. Понятно, что там разные, в разные периоды разные там выходили на поверхность, да, и вот там прям первенство и золотой мяч получали. Но все-таки им надо, чтобы у него все прошло хорошо. Поэтому он будет поддакивать. Он будет поддакивать и Европе, будет поддакивать и там, лишь бы все было нормально. То есть решение надо принимать окончательное, вот то, о котором вы говорите, сухопутная операция или что-нибудь еще, туда, в Европе. Так ведь? Ну, именно туда, в августе, после этого момента, как пройдет Мундиаль. Я прекрасно понимаю, насколько популярны тези, что Нетаньяху развел Трампа на соучастие бомбежки Ирана, и что евреи крутят Трампа на своем маленьком пальчике и заставляют его воевать за них, и сейчас пытаются затащить его в этой их якобы войне. Давайте небольшую фактологию. Очень сжато, потому что я делал на этот счет достаточно подробные передачи, и совершенно не стоит это повторять. Начиная даже, грубо говоря, с 1 по 8 июня. С 1 по 8 июня вся эта чехарда, которая началась она 7 поздно вечером и разгоралась 8, до 1 была достаточно такая интересная особенность. Все эти мирные переговоры, которые вообще не были мирными, которые вообще не шли. Трамп постоянно говорит: нам осталось совсем немного, мы вообще-то прекрасно договариваемся, скоро будет мир и прочее. Никто из иранской стороны это не подтвердил. По ключевым вопросам они не отступали, не договаривались, не соглашались. Это практически то же самое, как вот эти переговоры Келлога, Витька и Зятька, и кто там, Кирилл Дмитриев и все остальные, которые говорят: ну, 95%, вот эти 5% финальные месяцы уже Духан Куриджа вот запихнули обратно в бутылки и будем его там радоваться, там возбуждать и прочие глупости, естественно. Израиль все время, когда с 3 апреля началось вот это так называемое не очень перемирие, но все-таки более-менее перемирие, с блокадой, естественно, причем с двух сторон Ормузского пролива, Израиль говорил: нам нужно не только, чтобы мы прекратили лупить по Ирану, и не только, чтобы Иран прекратил лупить по нам, а и чтобы иранские прокси Хизбалла перестали бомбить северные районы Галилео Израиля. Потому что они продолжают этим заниматься постоянно. То есть перемирие с Ираном есть, а перемирие с Ливаном нет, и с Хизбаллой нет. Соответственно, Ливан... И у Израиля претензий к Ливану нет, а Хизбалла, который находится на территории Ливана, так, на минуточку циферки, Хизбалла в пиковом своем моменте было 250 тысяч бойцов. И ливанская армия в пиковом своем моменте было меньше 20 тысяч бойцов. Обычно 12-15 тысяч. Тем более ливанской армии зарплаты платит Соединенное Государство Америки, а не ливанский бюджет. Хотя Ливан государство территориально 10 раз меньше Болгарии, но по количеству населения чуть больше даже, чем нынешняя сейчас Болгария. То есть иранская армия плюс иранская полиция абсолютно никак не может справиться с Хизбаллой, а Хизбалла должна подчиниться резолюции 1701 от августа 2006 года. В переводе: южнее реки Литани не должны быть никаких Хизбалла, для того, чтобы у израильтян, когда они запускают какие-то ракеты по территории Израиля, севернее реки Литани, было хотя бы технологическое время организовать, увидеть свое ПВО, уведомить своих людей, чтобы они спустились внизу в Микладах, то бишь в бомбоубежищах. А сейчас они, поскольку практически не могут никого уведомить, потому что от пуска до удара меньше 30 секунд или меньше минуты,
Бейрутой, у них ситуация безнадежная. Поэтому израильская армия, поскольку с Ираном они договорились, не будем бомбить, но Хезболла продолжает лупить, значит, они пошли на территорию не Ливана, а южнее реки Литани для осуществления на деле резолюции 1701 ООН своими собственными силами, потому что силой Объединенных Наций под названием ЮНИФИЛ, которые там были, 20 лет ничего не сделали. Более того, базы Хезболла располагались в непосредственной физической близости к оградам этих, скажем так, подразделений ЮНИФИЛ. ЮНИФИЛ, они там торговали, они вообще-то дружили, они вообще ничего не делали, не чесались. Поэтому израильская армия пошла, русских и христианских поселений не трогала, суннитских поселений не трогала. Там, где Мусад говорит, что есть Хезболла, то бишь там они бомбили. Там очень густая такая постройка, поэтому вот так. И сейчас нам постоянно говорят, Израиль бомбит Бейрут. Это не совсем Бейрут, и это даже, можно сказать, практически не Бейрут. Это регион Дахия, который является исключительно шиитским, где находится центр управления, центр принятия решений у Хезболлы, где находятся все там активисты, деньги, логистика, технологии, связи, административный персонал именно в этом регионе, южнее самого Бейрута Дахия. Это между аэропортом имени Рафика Харири и между Национальным музеем Бейрута. То есть это в середине от старого центра Бейрута и от национального аэропорта. И поскольку там тоже сплошная застройка агломерации, если скажешь Бейрут и посмотришь на карте, первоначально может тебе показаться, что действительно это Бейрут. Чисто административно это не совсем Бейрут, это Дахия. И они бомбят не Бейрут, потому что Ливан нам в чем-то виноват, а они бомбят Дахию, потому что ливанское правительство, ливанские силовики вообще не могут справиться с Хезболлой, потому что Хезболла превосходит их некратно на порядок, все их вооруженные и другие силовые ведомства вместе взятые. Именно поэтому Израиль обеспечивает свою собственную физическую безопасность, поскольку 20 с чем-то тысяч раз в год их бомбят оттуда. Что должно сделать любое другое государство, любое другое управление? Они, хотят здесь подключить Трампа, потому что Трамп говорит, прекратите лупить по Бейруту. И Нетаньяху ему говорит, слушай, мы не совсем Бейрут, мы вот те, которые по нас стреляют. Кто нас будет защищать? Кто нас будет оборонять? Они слишком близко физически. У нас технологического времени меньше минуты. Мы должны их отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Хезболла, не остальное население Ливана. Хезболла единственное только, чтобы когда они запускают ракету, у нас было хотя бы 5 минут. Это все, что мы хотим. Трамп говорит, ничего не знаю, у меня ситуация говняная, достаточно нервная, мне нужно закончить переговоры с Ираном, с вашей Хезболла, придется вам потерпеть. Слушайте, кто будет терпеть? Объясните мне, Донецк как может терпеть, когда их лупят? Они что, не должны отвечать эти 8 лет, когда вообще-то так называемое АТО там происходило? Абсолютно та же самая ситуация. Линия фронта в прямой физической непосредственной близости с большой, скажем так, цивильной агломерацией, и если ты не будешь отвечать и не будешь стараться отодвинуть их дальше, 8 лет не сильно получалось, но сильно старались, то жилой район постоянно будет страдать. Вы, наверное, сами знаете, 14 тысяч убийных, аллея ангелов, детишек там, которые там убили, и Луганской области тоже доставалось, кратно меньше, да, правду надо сказать, но тем не менее, абсолютно та же самая ситуация. Им нужно обеспечить личную свою безопасность. Если по ним никто не стрелял, то есть до того, как Хезболла не стали стрелять, после 28 февраля, когда Израиль и США напали на Иран, а не на Ливан. На Иран, а не на Ливан. И не Ливан стал стрелять по Израилю, а Хезболла стала это делать. Как нужно с ними реагировать? То есть я не говорю, надо симпатизировать израильские каузе, надо стать юдофилами. Не, я говорю, смотрите, что нужно сделать, если мы были бы... Вы вообще риторику Израиля слышите? Там тоже фашисты, там тоже... Нет, вы слышите о том, что надо заходить, надо, вот если по нам что-то летит, 10 домов уничтожать. Слушайте, такой риторики есть везде. И у нас в Болгарии есть, и в Украине есть, и в России есть такие мегапланы, что мы самые лучшие д'Артаньяны, все остальные негодяи, их нужно спалить. И у всех это есть. И в Израиле есть свои фашисты. Причем в Кнессете их есть. Причем в управлении. Этот Бен-Гвир, этот там смотришь, они, да, это чистые фашисты. Слов нет. Но я говорю о самом деле.
Израиль лупил Бейрут или Ливан или Хезболлу, пока они не начали это делать после 28 февраля. Не до, а после. Они что, на Ливан нападали? Ничего подобного. Иран сказал, они начали, соответственно, все получили. И как это разрубить? Ну, единственным образом. Надо, с точки зрения Израиля, для обеспечения собственной безопасности, надо их отбросить территориально километров на 30-40, чем больше и дальше, тем лучше. Ну, и опять, надо решить вопрос опять мы, с режимом подождите, Аятолл. опять мы приходим к тому, что нужно двигать линию фронта, отодвигать дальше. Но технологии-то растут, и вот сейчас, например, да, ну там, ну, вот России, например, чтобы обезопасить коридор к Крыму, надо отодвигать прям разительно дальше. Прям Да, абсолютно очень, та же самая ситуация. очень Да, далеко. Дроны растет километраж, поэтому, в общем-то, вот так. И плюс там дальность может там вообще с Западной Украины может запускаться все. То есть, получается, надо идти физически до Западной Украины. Да. И пока Россия не решит вопрос со всей территории Украины, безопасности для России не будет. Так оно и есть, чисто с военно-технологической точки зрения. Именно так. Я никогда ничего другого и не говорил. Любой кусок Украины, который останется с каким-то населением, будет превращен в анти-России не на уровне риторики и, скажем так, сквернословия, а на уровне военной неприятности, военной угрозы. Именно так оно и будет. Я разве что-то другое когда-то говорил? Нет. А почему вы думаете, что Витков и Кушнер, с которыми вчера Зеленский поговорил по телефону, все, уже их можно списать с переговорного процесса? Я не уверен, что их можно списать, вернее, не мне их списывать. Они пока что не добились абсолютно ничего. И было бы удивительно, если они добились чего-то. То есть это одна из этих, скажем так, не очень разумных ошибок, назову это прямо, Трампа, ровно так же, как Путин в этом плане, к сожалению, он тоже не вояка, тоже не военный, тоже не кшатрия, тоже не раджа, тоже не идеолог, и он тоже делал ставки на торгаши типа Романа Абрамовича, типа Кирилла Дмитриева, типа других, скажем так, странных чуваков, которые должны были бы переговаривать от имени его по поводу вопросов войны и мира. То есть и тот, и другой того стоят друг друга, что называется, два сапога пара. Я не мое дело их списывать. Очевидно, Трамп их не списывает. Причем, очевидно, их не списывает просто потому, что они оба хабатники. Дочка там Гиюр прошла процедуру для юдаизирования, для того, чтобы соответствовала, скажем так, Джареду Кушнеру по веру, религии и всего остального. И у него в семье, грубо говоря, появилась не просто израильская кауза, а специальная, специфическая такая хабатническая кауза, которой многие, большинство, можно сказать, даже все израильтяне нерелигиозные, светские, тоже искренне ненавидят не меньше, чем внешний мир их ненавидит. Но у него это дома уже, и для него это в том числе и личное. Мало того, насколько мне известно, его компанию все-таки платили, поддерживали не только деньгами, но и административными связями большими своими. Именно такие специфические пейсовые ребята. Соответственно, у него есть определенные обязательства к этой пейсовой, не израильской, а именно пейсовой каузе. И они его не оправдывают. Я просто себе объяснял, почему он вынужден идти на такие странные шаги, которые большим коэффициентом полезного действия, мягко говоря, не блещут. Ну, каждый волен сделать глупости, когда хочет, потому что у нас есть такая пословица в Болгарии: никогда не поздно опозориться. А Трамп в этом деле усердствует достаточно давно. Хорошо, какие мы тогда видим пути дальнейшего развития событий? Сегодня в Госдуме форсится, видео там активно распространяется, как выступает депутат и просит, в общем, своих коллег обратиться к Путину и попросить его применить ядерное оружие для того, чтобы закончить СВО. По словам члена партии социальной защиты Петрова, это может помочь подписанию мирного соглашения. Ему потом взяли, отключили микрофон, чтобы лишнего с трибуны не порол. Но мысли уже такие есть. Так давайте жахнем, и все закончится. Вот есть сейчас такое, чем можно жахнуть, чтобы все закончилось? Как вы думаете? Даже если есть, то это дебилы, блин. Там Лавров, по-моему, что-то другое там пробормотал, но не будем обращаться к этому высочайшему, скажем так, дипломатическому нарративу Сергея Викторовича Лаврова в общении с арабскими шейхами. Он что-то другое сказал. Потому что все, которые предлагают жахнуть ядерным оружием, что-то не уточняют. А куда конкретно? Центры принятия
решения, список этих центров вы, которые предлагаете, можете дать? Все молчат. Молчат. По поводу центров все молчат. Так непонятно, куда и как бить. Вчера я видел Z-патриотники там, там в Фейсбуке, в других местах, и их тоже спрашивают, слушайте, вы предлагаете там жахнуть, а куда? А для начала Прибалтику. Слушайте, при чем здесь Прибалтика? А оттуда дроны запускают. А там кто-то что-то принимает эти решения. Вы имеете проблему военные с Украиной и хотите жахнуть по Прибалтику. Это как? Это что? Это умно? До чего это доведет? Поэтому применение ядерного оружия настолько безумное, настолько бессмысленное, настолько глупое, умопомрачительно глупое с военно-технической точки зрения, что, к сожалению, оно вполне вероятно, я даже не могу предположить, куда. Они могут и в Болгарию ужахнуть, и в Румынию ужахнуть, и, я не знаю, только не по центрам принятия решений. Берлин, Лондонград, Брюссель и Вашингтон, Сокр, Колумбия могут спать спокойно. Могут спать спокойно при администрации Путина. Ядерное оружие будет лупить везде, где это в 1500 километров от этих священных коров. Вы говорите, куда дела идут. Я вам скажу. По-моему, я в прошлый раз говорил, но сейчас очень коротко повторю. Украина сейчас начинает наполнять, естественно, с внешней помощью плотью и кровью вот эти 3 черные лебеди. Первое – логистика, второе – искусственный интеллект, третье – это ликвидация вот этих 4 портов, которые есть у России. Единственные 4 порта. До конца года, скорее всего, до конца осени, вот эти первые 3 черные лебеди будут наполнены не просто идеей, а будут наполнены сутью и сущностью своей. Можно сказать, что трасса Р-280, она же М-14, она же трасса Новороссия, уже привела к тому, что не только туристический сезон в Крыму сорван, а просто выживание Крыма уже висит не то что на волоске, а на Крымском мосту. Можно так это определить. И если они будут поддерживать вот это уничтожение вот этих логистических цепочек, займутся достаточно скоро и Крымским мостом, в силу перечисленных уже причин, которые вы тоже упомянули, что плечо доступа middle страйков уже достигает, и будет стоять вопрос физически о возвращении, либо об отдаче, отпустить Крым в вольное плавание на случай, если там кто-то хочет его забрать. Мало того, не только правый берег Днепра, а группа армий войск Днепр, группа Теплинского, группа армии войск Восток, Иванаев. Все то, что сейчас отстаивают, вообще-то захватывают и сражаются, и грамотно сражаются, и вообще-то есть успехи. Константиновка, которая на 85%, можно сказать, или на 75%, это уже вопрос точки зрения, серой зоны и всякое такое. Алексеевка, Дружковка, потом Краматорск. То, что они на земле в состоянии и, скорее всего, будут делать в ближайшие до конца лета, назовем это так, может быть проиграно оптом, целиком, с громом через несколько месяцев. До конца этого года. Если Россия не возьмется осуществить то, что все еще и под силу. Уничтожить 25 точек входа Украины. 12 из которых ЖД, вместе ЖД плюс автомобильных, итого от Беларуси до Молдовы 25 точек. Я специальную часовую передачу делал, на Google картах показывал каждую из них. Сколько мостов, сколько дорог, где в лесополосе, где как, что. Причем так, чтобы, по возможности, меньше 10 человек погибло, либо даже никто не погиб. 25 точек ты уничтожаешь и поддерживаешь в уничтоженном состоянии. И это тебе будет стоить меньше, чем 10 раз меньше ракет и БПЛА и прочее, которые тратишь сегодня. На сегодняшний день Российская Федерация тратит примерно около 200 таких пернатых и летающих объектов для того, чтобы кошмарить Украину. Можно об этом забыть, перенаправить, ладно, не забыть, 10-ю часть из этого направьте на эти 25 точек. 25 точек. А что, самолеты нет? Так у Украины нет ПВО. А раз нету ПВО, самолеты что не летают-то? Стратегии и другие там. Почему они не летают, чтобы разбомбить аккуратненько ПВО? Нет же ПВО. Или как? А чем тогда они сбивают все остальное? Интересно. Удивительно. Если нету ПВО, иди и летай. У тебя что, самолетов нет? Пилотов нет? Нечем лупить? Не знаешь, где эти цели находятся? Могу подсказать. Могу показать, не только подсказать. А кто это будет делать? Ой, мы еще не начинали. Это самая война на истощение. Все идет по плану.
и на Санкт-Петербургском экономическом форуме разговариваем и о войне. Слушайте, это же экономический форум. Какая здесь война? Что за политические войны, выкрутасы? Ну, экономическая, такое шикарное, прекрасное, у вас все хорошо, лучше, чем в Японии, лучше, чем в Германии, лучше, чем в Америке. Ну, он такой же ведь рассказывал, нет? Или я чем-то ошибаюсь? 3 часа 43 минуты я потратил, чтобы его внимательно прослушать. Вот эту целую запись, которая. А эти 25 точек, они невидимые. Для Путина, Google карты у него нет, для Герасимова, для Генштаба, для всех они видимые, понятные. Для него это нет. Потому что, уничтожив эти точки, экономишь сотни тысяч человеческих жизней и своих, и с другой стороны фронта, которые тоже твои. Тоже твои. В смысле, тоже русские люди. Сотни тысяч. 25 точек. Ну, если нет ПВО, если есть ПВО, запускай стратегии. Ну, ты же постоянно хвастаешь. У нас оружие без аналогов в мировой военной индустрии. У нас единственное, у нас уникальное, у нас такие, у нас шикарные. У нас орешники, у нас рубежи, у нас арматы, Посейдоны, ужас какой-то. Слушай, вот тебе 25 стратегическими ракетами бить по Украине, вы предлагаете? Не по Украине, а на территории Украины разрушить вот эти пункты КПП. Я специальную передачу с Google картами, 25 вкладок, где конкретно каждую точку, начиная с границы. С Белоруссией, Украины, с Белоруссией, заканчивая границу Украины с Молдовой. Каждый пункт по пунктам там видно, где и как можно его ударить. Сделать кратер. Шириной 15-20, а лучше 30-40 метров, глубиной 5-10, а еще лучше 20 метров. Кратер сделать там, и все. Ночью, когда никого нет, чтобы никого не убивать. И ничего там не пройдет. 7-8 из этих точек это через реку, через реки Буг, через реку Тис. Мост угроб и все. Ремонтные бригады не придут. Каждый день нужно наносить по один удар. Еще раз, в день Россия бьет по территории Украины в среднем около 200 раз. От 190 с чем-то до 200 с чем-то. Ну, пиковый момент 4 июня, 729, когда был, ну, там, понимаете ли, удар возмездия, всякое такое. Обычно средняя диета около 200 с чем-то ударов. Из этих 200 отделите 25, десятую часть. И каждый день бомбите и там. И все. Никакой груз, никакой железсостав, никакая фура, никакой бус, никакой автомобиль, никакая собака, никакая лошадь, никакой осел не пересечет границу. Все. И тогда, через пару месяцев, Украине будет абсолютно нечем воевать, потому что даже для дронов нужны внешние комплектующие, которые нужно доставать как? По воздуху никак, по земле никак. Одесса, Рени, Измаил тоже под контролем. Как вы думаете, война перекинется на Румынию, Прибалтику? Из-за глупости и дурости Кремля вполне. Вполне. Потому что они займутся слабыми, не тем сильным противником, с которым сейчас им не справиться. Кстати, по поводу Прибалтики, это не из-за глупости и дурости, это придется. Потому что иначе Сувалский коридор не обеспечить. Сувалский коридор это означает захватить западную часть Литвы как минимум, а лучше всю Литву для того, чтобы через Беларусь обеспечить вот эту трассу, которая стучится на Калининград. Потому что морским образом скоро блокада, морская блокада Калининграда будет уже совершившимся фактом и будет нечем его снабжать, поддерживать и спасать. Поэтому придется. Эстонию и Латвию оставляем в сторону. Они не так сильно нужны для выполнения этой задачи. Но если ты позволишь себе потерять Калининград, я не знаю, кто будет действительно продолжать его терпеть и уважать в Кремле, либо в Новоогарево, либо где там ему угодно, там Валдай и всякое такое. Но если они это схавают, ну тогда они тому достойны вообще-то. Ну а какие вопросы? У меня вопросов нет. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они звучат следующим образом. Итак, почему Европа и Британия помогают Зеленскому? 12% хотят утереть нос Трампу, 15% ценности и исторические причины. Ну, ценности европейские, британские, причины исторические. 22% хотят остановки и получить Украину. И 52% хотят российский кусок оттяпать. Вот такие итоги. Что скажете, Пламен? Слава богу, я в этот раз, как вы видите, солидаризовался с большинством, причем решительным таким, безусловным монобольшинством, можно сказать. 53% вы сказали. Так что да, они хотят
украинские, то есть российские ресурсы, потому что украинские тоже российские ресурсы. Для них все это большая Россия. Причем для них большая Россия и Беларусь, и Украина, и Россия, и Казахстан, и даже Прибалтийская. И для них все это Россия. И они вот эти ресурсы хотят. Так что да, я согласен с Vox Populi, Vox Dei. Голос народа, голос Божий. Вот так. Друзья, Лапки вверх. перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое за то, что оставляете эти вопросы и в клубе зрителей, и, конечно же, в сообществе YouTube, ну и в чате трансляции. В общем, вот такие у нас вопросы. Начнем с сообщества. Вопрос Петр задает. После водных дронов в Румынии Болгария как-то готовится к визитам к своим берегам? Нечто подобного. Болгария вообще ни к чему не готовится, потому что нечем готовиться. Состояние так называемых вооруженных сил не то, что оставляет желать лучшего, лучше, скажем так, умерших или гниющих трупах ничего, дабы ну, как-то сквернее на душе не было. Поэтому Болгария все свои более-менее боеспособные войска за эти 36 лет держала вне границы Болгарии по приказу, по заказу, по требованию американцев для того, чтобы они охраняли те места, где американцы кошмарили других стран для добычи их нефти. То есть это были как будто внешние ЧВК, которыми американцы пользовались для того, чтобы кошмарить других стран, не жертвуя и не рискуя при этом жизни американских солдат, благо они стоят дороже. Страховки там всякое такое. Поэтому болгарской армии как таковой, по-моему, нет. Болгарские защитные силы, которые могут сделать что-то против этих дронов, налетов, ударов, либо неважно, что там будет запущено, де-факто нет. Единственный, кто ополчится на такое действие со стороны, предположительно, России, на случай, если она решит такое бабахнуть, это будут болгароязычные, но зато иностранные НКО и СМИ, СМРАДы. То есть медийная сфера в Болгарии полностью под этой самой, и они будут вонять, кричать и визжать на все децибелы. Это все, что будет сделано. Это будут визги и писки, не более чем. Что-то, чтобы кто-то конкретно организовал гражданскую защиту, территориальную оборону, какой-то купол, какое-то ПВО, какие-то это самое. Не-не-не, все это уже не существует. Вопрос. Как Карлик и Карл стали одного роста, если разница 11 сантиметров? Не знаю. Сложный вопрос, действительно математически нерешимая дилемма. Да, поэтому поднимаю лапку и признаюсь, не знаю. Зачем вообще вот это вот Зеленскому хорохориться? Ну, какой рост, такой рост, какая разница? Ну, то есть это вообще какой-то детский сад. Ну, да, если он был бы, скажем так, Виталием Кличко, либо Владимиром Кличко, можно так сказать, что с высоты, скажем так, каких-то 180 плюс сантиметров может что-то такое. У нас в Болгарии есть такая пословица: «Присмеялся Харлю, Мерлю», это означает, чумазик попытался высмеять другого, грязнули, вот так. Ну, слушай, ты на себя вообще-то, ты когда мерил себя последний раз? Я вижу его, когда он встречается с этими европейскими лидерами, он им вообще-то до плеча не дотягивает, и только, слава богу, когда дамочки не сильно высокого роста, он смотрится более-менее гармонично. Ну, глупости какие-то. В конце концов, Гитлер был невысоким человеком, Наполеон, по-моему, тоже не был баскетбольной комплектации, а многие большие великие полководцы или там мастера восточных единоборств, Брюс Ли был тоже не баскетболистом, Маста Цуяма тоже был невысокого роста, то есть это глупый вопрос. Вопрос роста – это не вопрос, ты являешься ли ты лицом мужского политического пола. Насколько мне известно, Ким Чен Ын, он тоже не какой-то баскетболист. Он принимал Денниса Родмана, но тоже смотрелся, не сильно соответствующий, скажем так, рядом с ним. И чё? Зато Ким Чен Ын парень настоящий, с ним шутки плохие. Это лицо мужского политического пола. А Зеленский, чтобы высмеивал Путина то ли по поводу роста, то ли по поводу возраста, глупости какие-то. Это указывает на аргументарную тяжелую импотенцию. Я бы и так это сказал. В 45-м был Советский Союз, государственная собственность, деньги в государстве. Вот отстроили. А кто из буржуев даст деньги на восстановление? Спрашивает Радмила. Только те из буржуев, которых возьмут за жабры новые коммунистические власти, скажем так, большевиков-ленинцев 21 века и заставят отдать награбленное. В противном случае они маму свою родную продадут, но ничего не дадут, естественно.
Александр спрашивает, вопрос Пламену. Предлагая России нанести удары в физическое наступление вперед, вы предлагаете растянуть коммуникации, снабжение войск, оставить в тылу партизан, врага и усложнить логистику снабжения? Я не предлагаю усложнить логистику снабжения, я предлагаю ее прекратить, перерезать. Все. Если я неправильно был понят, еще раз уточняю. Есть 25 логистических КПП, точек входа в Украину, начиная с границы Украины с Белоруссией, заканчивая границей Украины с Молдовой. Всего-навсего Google карта вам в помощь. Открывайте, увеличивайте бленду, смотрите с высоты 50-150 метров, они очень хорошо видны. Эти 25 точек входа, как автомобильные, так и ЖД, уничтожить и поддерживать их в состоянии кратеров шириной 30, 40, 50, глубиной 5, 10, 15, 20 метров. Все. И логистика не будет. Будет полная физическая, скажем так, натовская изоляция Украины. Не граница Украины с Россией, не граница Украины с Белоруссией, даже не граница Украины с Молдовой. Натовская изоляция будет Украины. И все. Снабжения не будет. Вот то, что я предлагаю. Вернее, не то, что я предлагаю, то, что военная логика диктует. В противном случае эти черные 3 лебедя, а к концу года и 4 действительно прибавятся над Кремлем, и тогда будет нечем их валить. Угу. Значит, вот такой вопрос от Олега. Пламену. Кто, по вашему мнению, выведет Россию на истинный путь возрождения, поставит на рельсы объединения славянских народов, прекратит войны и междоусобицы? Такой человек есть в России? Есть ли надежда? Такой человек и такие люди есть в России, не один. А что может это вывести? Я считаю, что самый правильный, естественный, гармоничный, соответствующий национальной исторической народопсихологии России – это православный или христианский социализм. Потому что все, скажем так, как это называлось, принципы и не принципы, там, ну, какая-то памятка коммуниста, вот моральные принципы коммуниста, они были не то что списаны, а были немножко переформатированы, но точь-в-точь соответствовали 10 Божьим заповедям. Так что, что было самое плохое в этом социализме, который был с 17 по 89 года, что это было, скажем так, все по Божьим правилам, без признания Бога и без упоминания Бога. То есть официально они настаивали, что типа как будто они атеисты. А на самом деле придерживались чисто с морально-этической точки зрения к единственной только православной этике, потому что она действительно гармонично ложится на душах всех этих людей, начиная с Триеста до Урала, из Балтийского по Эгейского моря. Так что православный или христианский социализм – это и есть решение для всех. Угу. Тут Артем спрашивает, Пламен, что вы думаете по поводу чебурнета в России? Россияне недовольны политикой правящей власти. Ну и в чате тут ему пишут, какие там политики, какие чебурнет, о чем ты. Ну, то есть такая дискуссия возникла. А чебурнет это по поводу, скажем так, мигрантов, что ли, и так далее, или как? Нет, чебурнет это ограничение в интернете. Да. Российский сегмент интернета, белые списки, то есть то, что... Да, я понял, простите, это моя ошибка, да. Слушайте, то, что я думал, это то, что настоящая ныне центральная российская власть, предположительно, вернее, не предположительно, безусловно, вместе с администрацией президента Российской Федерации посоучаствовали, поспособствовали украинским вооруженным силам, чтобы у них получилось лучше, потому что они воткнули нож в спину своим воюющим, скажем так, российским солдатам, один раз телеграммом, второй раз интернетом, третий, четвертый раз, скажем так, отсутствием Старлинка и других технологий, но там уже, естественно, Илон Маск тоже поспособствовал, и саботажем разработки собственной системы связи, потому что армия без связи – это набор, скажем так, мелких разрозненных банд, неплохо или хорошо вооруженных. Так что российское центральное руководство, мало того, что ситуация была скверная, они дополнительно ее собственноручно, причем жестко, масштабно и системно, ее усугубили ровно так же, как Эльвира Сафизадовна Набиуллина, многократно переназначаемая и многократно ее хвалил лично первое лицо солнца нашей бункерной, что называется, Финис Ясный Сокол, она... В декабре 2014 года я был там в Москве, собственноручно, без никаких на то ни экономических, ни политических, ни любых других причин, обрушила российский рубль 2,5 раза меньше, чем за 2 недели.
И мало того, для того, чтобы было понятно, на кого она работала и тогда, и на кого работает руководство России, в апреле следующего 2015 года она получила престижную международную награду «Банкир года» не России, а мира, потому что она обрушила российский рубль. Здесь руководство Кремля занимается ровно тем же. Если у генерала Иванаева, Теплинского, либо других генералов там где-то как-то что-то получается более-менее хорошо, на некоторые тренды уже идет по нарастающей, обязательно нужно пером в ребрах сзади порнуть для того, чтобы ребята немножко приугомонились. Это не впервые. Это было после Дебальцева, это было после Иловайска, это было после многих других подобных случаев, когда можно было сделать все в рамках недели. Ну вот вам ответ. Не знаю, он нравится, не нравится, я его не продаю. Так, вопрос. Большинство блогеров, предлагающих варианты быстрого завершения войны, никогда не имели отношения к военному планированию. Как вы можете это объяснить? Я не буду это объяснять. Каждый, скажем так, считает себя лучшим именно в том, чем он никогда не занимался. Когда я предлагаю свои решения, я их предлагаю с точки зрения 2,5 потраченных лет моей жизни в болгарской народной армии, в статусе офицер-резервист, командир зенитной батареи. Мы изучали тактику, стратегию, все остальные другие и политические, и неполитические, скажем так, предметы. Достаточно. У нас экзамены были, и мы с этой материальной частью доказывали, командовали и занимались. Поэтому я имею право такое говорить. Неважно, прав я или нет, это могут оспаривать другие, которые служили, либо служат, как я. Меня Смотрите, могут оспаривать те, которые сейчас на фронте. Я могу вам сказать, но это не по поводу конкретно, там, Пламен же о себе говорит, там, о каких-то моментах, вот я по поводу вопроса, вот почему предлагают быстрое завершение. Потому что они не понимают, Нет, что такого нет, быть не может. нет. Мы забываем простые вещи, простые истины. Вот есть простая истина. И я считаю, что она, прям истина и аксиома. Добрых людей больше, чем плохих. Это вот... Но они хуже организованы. Я так считаю. Их Не, вы правы, вы правы. физически их больше. Помните, сейчас скинули Булгакова, а там же Иешуа Ганоцри говорил: добрый человек, как ты можешь меня назвать? Добрый человек. Добрых больше. Точно так же и смотрите, гражданских людей больше, чем военных. Преклонение к военным, которое приносит с собой война, это типичная история. Типичная. Так у всех. Военный не умнее гражданского. Военный не сильнее гражданского. Военный это просто военный, который вот на этот исторический отрезок времени его там какие-то знания или там какие-то они вот востребованы. То есть, понимаете, в чем дело? А гражданский не востребован со своей там какой-то суперспециальностью или простой какой-то специальностью и так далее. Вот и вся разница. Поэтому самый главный момент – это просто аксиомы, которые я напоминаю. Здесь ничего такого страшного, то есть никакое откровения нет. Военный подчиняется гражданскому. Вот вся военная система подчиняется гражданской военной системе. Мы в Украине не выбирали верховного главнокомандующего. Иначе, если бы мы выбирали верховного главнокомандующего, то кандидаты были бы все в погонах. И они бы соревновались между нами, кто круче военный. Понимаете? Мы выбирали для гражданской жизни гражданского человека. И параллельно к нему, понятное дело, потому что на вершине пирамиды есть вот такая, скажем так, функция во время войны вот верховного главнокомандующего. Поэтому гражданские не просто как они могут и должны говорить, как самым быстрым, по их мнению, опять-таки гражданскому, закончить войну. Они обязаны это говорить. Иначе мы будем сейчас кланяться военным, которые... Вот это как с депутатами, они же как зашли в Украине? Слуги народа. А получилось, что весь народ их слуги, понимаете? Подмена понятий. То есть надо вернуться к базовым настройкам. И тогда станет немножко легче мыслить и как-то вот... понимать, кто, как в Библии, да, там, кто кого родил. Вот это вот один родил другого, Яков, Иоанна и так далее, и так далее.
Не, я никому не хочу затыкивать рот и запрещать, и говорить, и обсуждать. Я просто напоминаю, что гражданские, как вы говорите, у них есть права, у них есть любые права быть недовольными врачами, но они же не станут делать операции, ставить диагнозы, либо работать в лабораториях вместо врачей. Когда дело дошло до военного, нужно слушаться военных, либо нужно оставить военных сделать свои дела, так как с военной точки зрения это лучше или возможно вообще сделать. Российская Федерация руководит человек, который никогда в армии одной секунды не был, форму не носил и назначал министров обороны, люди, которые тоже, как и он, никогда в армии не служили. Украина и прям дважды... Украина абсолютно то же самое. Зеленский тоже в армию не служил. Подождите, и дважды уклонист. Да, тем более, да, тем более. Так что в конкретном случае я имею в виду, что если мы обсуждаем военные казусы, то лучше, конечно, оставить военную логику, военных специалистов. И военные всегда выполняют задание политического руководства страны. Вы сказали гражданское. Это не гражданское, это политическое. Это другое, к сожалению. Гражданское общество должно выбирать политическое руководство. Должно. И вроде бы имитация такого процесса есть. Но где-то по этой цепочке этого процесса происходит подмена, и политическое руководство получается, особенно последние 36 лет, категорически такое, которое гражданское общество не хочет принимать и говорит, а кто их выбирал? Ну, вообще, это интересный вопрос, действительно. Кто их выбирал? Не будем сейчас об этом. Я вам напомню, что когда на этом пленуме ЦК КПСС, где в этом огромном зале вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, с Политбюро, которые были там, и другие там делегаты, в том числе и генералы с формами, то бишь военными, один единственный человек вышел и ополчился на губительную, разрушительную, унизительную, предательскую политику Михаила Сергеевича Горбачева из всего этого большого, ну там съезда, конгресса не суть. То этот единственный человек был не военный. Этот единственный человек был не русский. Этот единственный человек был не мужчина. Это была чеченка Сажи Зайнидиновна Умалатова. Единственный человек, который восстал на этом большом пленуме против развала Советского Союза и в лицо сказал Михаилу Сергеевичу Горбачеву то, что другие боялись, обсирались и писали штаны для того, чтобы это не сказать. Единственный человек. Те, которые разрушали Советский Союз, они тоже были люди не военные. В Беловежской пуще собирались люди не военные. Они 8 по 9 декабря, они тоже, у них там была охрана, которая должна была бы их пристрелить. А охрана должна была бы пристрелить охрану за то, что она их не пристрелила за прямое вообще-то госизмена и национальное предательство, которое они совершили там. Это было на виду у всех. И даже после того, как они это совершили, никто их не пристрелил, никто их не осудил. Один из них стал президентом Беларуси, второй из них стал президентом Российской Федерации, третий из них стал президентом Украины. Так что здесь вы совершенно правы, что у военных есть, скажем так, нелечимое заболевание, называется устав головного мозга. То есть они всегда принимают приказы сверху. И нашим болгарским высшим военным я в лицо говорил, и русским военным на случай всегда могу это сказать, особенно тем, которые тогда были свидетелями. Вы говнюки в форме, вы люди с ракетами, вы люди с танками, вы люди с артиллерией, вы люди с самолетами, с вертолетами, вы люди с баллистическими ракетами. К вам пришли какие-то негодяи в костюмчиках с папками под рукой, с папками, без оружия, без стабильного оружия. И вы им подчинились, и вы все это бросили, и вы все это похерачили. Они подчинились вот этим никаким бюрократчикам, которые пришли и сказали, все, дело закрыто, вы уже свободны, армию распускаем, поделение освобождаем, пилим и уничтожаем. Кто ополчился из Красной армии 80-х годов, а и начала 90-х годов 20 века? Кто из этого военного руководства тогда ополчился? Полслова было достаточно сказать, снести их и забыть. Как делал этот турецкий султан, когда против него ополчился вот этот янычарский корпус, 1826 год. Янычары любили ополчаться против султана. Они им командовали почти 400 лет, потому что они были главными вообще-то претарианцами, там, самураями и так далее. Для того, чтобы решить вопрос, турецкий султан, по-моему, Мехмед VI или II, там, ну не суть, могу это перепутать, направил всю артиллерию там, где корпуса, все это снес, и там уже
ничего нет. Просто их уничтожить. Если кто-то составляет угрозой для стержня государственности, любые средства, любой кровью надо сразу оперативно быстро применить для того, чтобы избежать огромную кровь. Тут вопрос, после какая у этого, тебя которая- государственность еще, Пламен? То есть, Да, здесь какая, правильное замечание. какая Правильное государственность у замечание. тебя? На чем она Правильно. строится? На том, что дайте денег? Да. Ну, Барыги, вайши никогда не были государственниками. То есть презренные торгаши, вайши, каста вайши по индийской, скажем так, кастологию, никогда не были государственниками. Они всегда были предателями, продавцами и разрушителями государств. Государство всегда крепилось на 3 касты. Это брахманы, люди идеологические, жрецы, это кшатри, то бишь это люди войны, это люди раджа, каста раджа, то бишь это царственники, государственники. Эти 3 касты всегда являются костяком каждого государства, и это свежий пример, который мы сейчас наблюдаем с Ираном. Им все горшки перебили, все кости переломали, разбомбили десятки тысяч, убили многие тысячи, все. Они все равно не сдаются и ни на что не соглашаются, и ни с чем вообще-то разговаривать и не хотят. Смеются тут, конечно. Вот это, Усмеются, вот это усмеются. Зеленский дает. В армии не служил, в тюрьме не сидел. Так то ли еще будет, подождите, еще как бы. Он постоянно говорит, я молодой. Так Да, и время еще есть, время еще есть. Все впереди, понимаете, и послужить, и посидеть. Еще не вечер, еще не Пламен вечер. Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам огромное, всех благ всем, и братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие не офицеры, я единственное исключение, не пьющие и офицеры, исключение, которое подчеркивает правило, другим это не дано. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует, и еще раз, по ком звонит колокол. Проверьте беленький и черненький, сделайте все необходимое для того, чтобы вы были в курсе дела. Здесь стараемся говорить правду. Все, пока. Друзья, берегите себя, добра.